Доброе утро, друзья. 5 утра. Едем с коллегой на слет нумизматический в соседний город. Ну, как видите, вокзал практически пустой. Пару человек на перроне, тоже куда-то едут. Как всегда, приходится вставать очень рано. Поэтому, надеюсь, перейдем в первых рядах и нам что-то достанется. Следующее включение с места. Друзья, попал я на большой милитари слет неожиданно. В принципе, я не планировал сюда попадать. Ехал на монеты смотреть и банкноты, но оказался на милитари слете. Слет удивил своим разнообразием, от посуды до холодного оружия. Достаточно было много амуниции всевозможной, формы, головных уборов, холодного оружия было много. В общем, было на что посмотреть. Очень много было фалеристики, немецкой, европейской, даже была советская фалеристика. Период всего этого от Кайзеровской империи и заканчивая Третьим рейхом. Даже были предметы ГДР, ФРГ. Но, конечно, любимая доля всего — это Первая и Вторая мировая война. Как вы видите, погоны, петлицы, знаки отличия. Предметы амуниции всевозможнейшие. Людей было очень много. Большое по площади помещение, где-то, думаю, как 3 школьных спортивных зала. Думаю, можно было найти все на любой вкус. Значки, ордена, медали, шпанги с набором медалей, знаки. Подборка пряжек на этом столе большая, на ремне. Цен, к сожалению, в видимой доступности было мало. Вот на этом столе мне разрешили поснимать крупным планом. Здесь есть ценники на некоторых сборных колодках. Все, что касается свастики Третьего рейха, как правило, это все заклеено дополнительными или ценниками, или просто наклейками бумажными. В Германии это запрещено демонстрировать. Ну, вот как на данных орденах Третьего рейха по центру наклейки. Повторюсь еще раз, было много холодного оружия, вот армейские кортики, люфтваффе кортики, сабли. По империи, военные. Вот здесь стенд, большое количество было армейских кортиков, Криксмарины кортики, кинжалы СА, СС, вот лесники, штыки. Ну, в общем, много было интересного. Некоторые люди достаточно много покупали. В конце, когда уже слет закончился, и мы шли на станцию, на железнодорожную, то встретили человека, который там активно покупал холодное оружие.
И все это он вез в чемодане на колесиках, и ему было везти это тяжело, потому что вес там был достаточно приличный. Покупатель был из России, а отправлялся туда. И я не знаю, как он это все собирался перевозить, но, наверное, есть какие-то возможности. Вот у этого продавца было очень много железных крестов. Первого, второго класса, награды были. Как вы видите, много имперских шлемов различных служб. Не знаю, в каком состоянии было оружие, я его не проверял. Интересовался темой, но не глубоко. Но было много людей, которые смотрели, покупали. К сожалению, на слете не было абсолютно продавцов с монетами и банкнотами. Если не считать нескольких буквально случайных пару альбомов продавцов, которые продавали милитари, и несколько планшетов было с монетами. Но ничего хорошего я там не нашел интересного, чтобы меня могло заинтересовать. Поэтому ходил, глазел с открытым ртом. Я никогда не попадал на подобные мероприятия. И такого количества милитари предметов в одном месте я, конечно, никогда не встречал, не сталкивался. Поэтому насмотрелся, было интересно. Вот такая у меня была необычная поездка, не тематическая, но тоже достаточно познавательная. Благодарю всех вас за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем желаю интересных, необычных, неожиданных моментов в ваших поездках, которые бы были позитивными, положительными. Всем хороших покупок и до новых встреч!